Всем привет! В этом видео я вам покажу, как настроить припуски на швы и подготовить лекало к печати, как разбить лекало на листы А4, как раскроить ткань, покажу основные моменты шитья изделия, расскажу, какие я допустил ошибки, а также в качестве бонуса я оставлю в описании архив со всеми моделями, которые были в данном видео, но пароль от архива будет спрятан где-то в видео. Это будет что-то типа небольшого квеста или пасхалки. Главной идеей, которую я хотел заложить в это видео, было желание создать не единичное изделие, а целый образ, который бы перекликался и гармонировал между собой. Первой частью образа стал гольф, водолазка. Название для меня пока особой роли не играет. Важно научиться правильно его разрабатывать, а с названиями разберемся позже. Главной функцией данного изделия в моем случае плотная посадка на теле и дополнение общего внешнего вида, чтобы образ выглядел цельным. С плотной посадкой рукава мне помогла разобраться очаровательная девушка, которая на своем канале доступно показывает, как создавать лекало. Ссылку на видео оставлю в описании. Еще мне захотелось сделать воротник, который тоже плотно прилегает к шее, создавая комфорт и тепло в холодные времена года. Вторая часть – это накидка, фартук, мушкетерская накидка. Кому как угодно, так и называйте. Я сам не знаю, что это. Похожую модель я видел на Пинтересте и немного ее переделал под себя. Ведь выработать стиль можно постоянно копируя уже готовые решения, приправляя своими мыслями. Только после того, как вы достаточно впитаете, в кавычках, появится возможность оперировать полученными образами и совмещая их, получить что-то уникальное. И наконец, балаклава. Почему именно балаклава, я не знаю. Готовый образ напомнил мне азиатские мотивы. Ниндзя, самурая, там, плюс-минус. И мне вздумалось, что балаклава будет дополнять целостность всей композиции. Это первая попытка шить головной убор. Посмотрим, что из этого выйдет. Что будем шить, разобрались. Модельку разработали. Осталось подготовить лекало для экспорта на бумагу. Но перед этим не забываем оставить припуски для швов, так как если этого не сделать, изделие выйдет на 1,5 см, в лучшем случае меньше, чем требуется. А 1,5 см это много. С помощью инструмента Seam Allowance, что дословно переводится как припуск на шов, создаем припуски. Указываем необходимый отступ, в моем случае я везде сделал по 7 мм, и выбираем тип припуска. Тип показывает, как именно программа построит припуск. После настройки припусков переходим во вкладку Print Layout и настраиваем размеры нашей ткани, а именно ширину. С помощью этого действия мы можем посчитать необходимое количество ткани для шитья изделия с погрешностью вплоть до 10 см. Можно и точнее, но 10 см это нормально. А самое приятное в том, что только указав параметры ткани, программа автоматически расположит лекало самым оптимальным образом для экономии материалов, в моем случае бумаги. Не забываем указать зазоры между лекалами, я поставил 2 мм. Этого достаточно, чтобы они не находили друг на друга и не пересекались. После всех манипуляций жмем на иконку 2D Snapshot и видим, что открылось меню экспорта изображения. Выбираем формат, необходимые линии, которые будут отображаться при печати, и сохраняем в PNG формате. После этого открываю изображение в Photoshop и с помощью линейки разбиваю лекало на листы А4 и сохраняю каждую часть отдельно. После печати собираю все обратно. Это можно не делать, но так как у меня нет возможности распечатать в полном размере, приходится что-то выдумывать. Погнали! Начинаю кроить накидку. Как обычно, переношу лекало на ткань с помощью мелка, так как на данной ткани воск плохо себя ведет. Вырезаю заднюю часть накидки, которую раздробил на 2 детали. Мне хотелось, чтобы накидка была двухцветная, но в момент кроя я передумал и вырезал все изделие из одного цвета, почему-то забыв, что можно просто соединить обратно детали и обойтись без дробления. То же самое и с передней частью. Состоит она из 3 деталей, которые будут сшиваться в районе плечей. Цвет вставки должен был быть оранжевый, тем самым поддерживая оранжевый гольф, но почему-то я решил, что это была неудачная идея.
закончено, приступаю к раскрою гольфа-водолазки. Таким же образом переношу лекало на ткань. На оранжевом мелок вел себя вообще превосходно. Вырезая переднюю часть, точно так же приступаю и задней. Воротник водолазки будет состоять из 2 слоев, для того, чтобы он держал свою форму. Можно было обойтись одним слоем. Для этих целей есть специальная подкладка, которая как бы армирует деталь и помогает ей держать форму. Но у меня такой подкладки, естественно, нет. Напоследок вырезаю рукава. Немного неприятно было переносить на данную ткань лекало, так как ткань полосатая и имеет фактуру. Мелок так и хотел двигаться прямо по линии, но никак не поперек ее. Ну, это мелочь. Балаклава, как самый неведомый для меня фрукт, остается на десерт, хоть она была самым пугающим изделием. Раскроила ее буквально за 2 минуты. Время шитья самого интересного, как по мне, но и в то же время самого сложного процесса. Начинаю с водолазки, так как ткань у меня трикотажная, а оверлока у меня нет и скорее всего не будет. Ну, это не точно. Может быть, он когда-то станет реально необходим. Я воспользовался зигзагообразной строчкой с максимальной шириной стежка и натяжением нити где-то 3,5 единицы. Шов получился довольно прочный, сбитый и в то же время эластичный. Но оверлок заменить им не выйдет. После каждого сшивания деталей швы проутюживаю на максимально допустимой для ткани температуре, так как сжечь ее у меня нет особого желания. Ну, кому-то этот процесс нравится. Мне нравится, як воно горить. Стачиваю рукава по внутреннему шву. Данная ткань, рубчик ее названия, плохо поддавалась зигзагообразной строчке. При ее натяжении с внешней стороны видно нитки шва, но так как это образец, хоть я и пытаюсь его вывести на новый уровень, меня это устраивает, я получаю эластичный шов. Соединяю основную часть изделия с рукавом и получаю эстетическое удовольствие, когда обнаруживаю, что в конце строчки я четко попадаю в боковой шов основной части. Точно так же пришиваю и второй рукав. Детали воротника сшиваю между собой, проглаживаю шов. Сшиваю воротник в кольцо, выворачиваю его наизнанку и проглаживаю, не сшивая ту часть, которой он будет крепиться к горловине. И последним этапом непосредственно пришиваю его к горловине. Начинаю собирать накидку, пришивая те детали, которые 3-4 минутами ранее я покромсал, и теперь мои ромбики на ткани не совпадают между собой. Это не критично, но такие детали решают, как будет выглядеть изделие в конечном итоге. Края и горловину накидки я решил не нагружать, а исполнить ее в минималистичном стиле, предварительно вырезав линию из оранжевой ткани шириной в 3-4 см. Сшиваю накидку и полосу ткани между собой, как показано на видео. И сейчас покажу, или уже показал, как эти две детали будут выглядеть в конечном итоге. Опять я обделил балаклаву, поставив ее на последнее место, хотя сшил ее за 3 секунды.
оставив отверстие глаз и отверстие для головы не обработанным, хотя я мог повторить процесс как с накидкой, но балаклава мне еще не совсем нравится. Нужно немного поработать с ее формой для более красивой посадки на голову, а также доработать отверстие для глаз. Возможно, если, конечно, кому-то будет интересно, я посвящу балаклаве целый выпуск и доведу ее до ума. Финальный вид всего, что я шил, мне практически понравился, за исключением накидки, в которой надо было уменьшить буквально на 2-3 сантиметра пройму, чтобы она плотнее прилегала к задней части плеча, а не была оттопырена, как сейчас. И скорее всего я бы переделал метод крепления передней и задней части накидки, там где должен находиться боковой шов. Водолазка больше всех мне понравилась. На удивление она очень эластична, удобна, и даже немного пережатые рукава в зоне запястья не нарушают комфорт. Единственное, я бы все-таки сделал воротник однослойным, так как он немного инородно смотрится на таком легком изделии. Насчет балаклавы, я думаю, мое мнение вы уже поняли из вышесказанных слов. Но в оправдание скажу, что как-никак это первый головной убор, и он практически получился. В следующих видео обязательно поправлю ошибки, которые я допустил в большей степени на этапе разработки.